Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовила макаронс бордового цвета. Если вам интересно, смотрите дальше. Я не буду останавливаться подробно на все эти мелочи, так как у меня уже есть один видео, где я рассказывала все подробности. Ссылку оставлю в описании. В этом рецепте я взяла порошок свеклы, красной свеклы. Вот такой цвет выглядит, когда еще нету красителей. Тут я добавила 1 грамм пищевого красителя. Можно брать сухой, можно брать гелевый. Конечно, если берем сухой, тогда лучше, так как гелевый немного дает влажность. Как обычно, приготавливаем вот эту массу. Варим сироп. Я варю до 120 градусов. Взбиваем белок. Вливаем сироп. Отсаживаем макаронс. Сушила конкретно вот эти макаронс 18 минут. Ну, сушка зависит, насколько влажное помещение. Просто пальцем дотрагиваемся. Если есть такая легкая пленочка, что вы дотрагиваетесь, и макаронс к пальцу не прилипает, тогда можно уже выпекать. Слишком долго сушить не надо, потому что если они пересушатся, им не сможет образоваться вот эта юбочка, так как тесто высушится, она прилипнет к коврику и не сможет красиво подняться. Второй нельзя не досушить, потому что если не досушили и поставили выпекаться, они как такой вулкан взорвутся. Эти макаронс, когда я готовила первый раз, я их как боялась пересушить, так как это был эксперимент. И вот пару секунд мне не хватило, чтобы они сползали с коврика. Они немного прилипли. Вот так я снимаю вот этот коврик. Но тут совсем немного, пару секунд не хватило. Примерно надо было оставить еще на 15 секунд в духовке. И тогда они бы красиво сползали с коврика. Но это потому, что я тут изменила само вот это тесто. Заменила миндаль на свекловый порошок. И тут надо просто понять, сколько выпекать. Выпекала я примерно тоже 18 минут, но, как сказала, надо было немного дольше оставить. В жизни цвет немного отличается от этого, который виден на видео. В жизни они такие более бордовые, а тут они выглядят такие немного красноватые. Наполняю кремом, и потом наполненные с кремом макаронс надо поставить в холодильник, чтобы они стабилизировались.
вот этот порошок свеклы я как бы взяла на замену немного миндальной муки. Дополнительно он дает и бордовый цвет, и такой интересный привкус, и, конечно, и немного другую структуру. Подробный рецепт я оставлю в описании. Без красителя, вообще без красителя, конечно, такие не получится. Они получатся более такие похожие на коричневые, так как порошок свеклы при выпекании он немного теряет свой цвет. Но в целом то, что тут уже очень мало красителя и получаются такие классные макаронцы. Этот макаронс я разрезаю только-только наполненный кремом. Очень ароматный. Вкус этих макаронс напоминает бисквит красный бархат. Крем я добавила ванильный, так как не хотела, чтобы вот потерялся вот этот вкус. Просто ванильный взбитый ганаш. Этот рецепт рассчитан на один противень, примерно 10-12 макаронс, смотря какого размера вы их отсаживаете. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!